Как заподозрить депрессию у близкого человека? Депрессивные расстройства известны с античных времен, но описаны они были в XIX веке уже как, собственно, психическое расстройство. Количество депрессий увеличивается, и к 2020 году, скорее всего, они будут занимать второе место по инвалидизации людей после ишемической болезни сердца. Мы часто употребляем слово депрессия, мы говорим, у меня депрессия вдруг возникла, или человек в депрессии. Но давайте попробуем разобраться, какие есть настоящие критерии депрессии. Диагноз депрессии может установить врач-психиатр, но есть несколько критериев, на основании которых вы можете заподозрить депрессию у себя или у близкого человека. Их 3. Первое – это настроение, второе – это мышление, и третье – это двигательная активность. При депрессии сниженное настроение, оно не просто плохое, а оно физически переносится как непереносимое. До состояния безрадостности, безысходности, безнадежности, бесперспективности. Иногда даже пациенты говорят о том, что плохое настроение выражается в физическом ощущении боли в области грудной клетки. Следующее – это мышление. Мышление замедленно. Не просто замедленно, а даже пациенты говорят о том, что в последнее время стало действительно тяжелее думать, делать какие-то выводы, соображать, принимать решения. Замедленное движение и изменена мимика при депрессии. Лицо человека, страдающего депрессией, выглядит осунувшимся, постаревшим. Опускаются уголки губ, опускаются уголки глаз. Походка становится замедленная. Мы даже можем заметить, что близкий человек стал как бы шаркать. Мышление замедленно. А что касается содержания мыслей, то они связаны с идеями виновности, греховности. Человек начинает переживать себя так, как будто бы он виноват перед близкими, как будто бы он чего-то не доделал, как будто он нехорош. И самое сложное в этом, что обычно связи такой логической между тем, что мои мысли – следствие плохого настроения, у человека нет. Он считает, что его мысли реальны, и что он действительно плох, что он в чем-то виноват, и что он причинил кому-то вред. Человек часто не понимает, что его мысли вызваны болезненным состоянием. Чем опасна депрессия? Тем, что потихоньку мысли крутятся вокруг своей виновности, плохости, греховности, и человек начинает все чаще и чаще задумываться о том, чтобы совершить суицид. Депрессия очень опасная вероятностью суицида. 60% тех, кто страдал депрессией, они думали о самоубийстве. Около 15% людей пытаются совершить суицидальную попытку и часто не предупреждая об этом своих близких. Если близкий человек говорит о том, что он хочет покончить с собой, лучше быть внимательным к его словам. Я думаю, что лучше оказаться перестраховщиком и настоять на консультации психиатра, чем потом всю жизнь испытывать чувство вины. При депрессии меняется и общее состояние организма. Пациенты жалуются на расстройство сна или его отсутствие, на потерю аппетита, что идет к снижению веса, на слабость. Будет снижаться либидо. У женщин могут даже прекратиться менструации на период депрессии. Важный вопрос, который стоит задать своему близкому, у которого вы подозреваете депрессию: меняется ли его состояние в течение дня. Если депрессия клиническая, то ему будет плохо, очень плохо с утра и немножко лучше к вечеру. Если бы не тяжесть состояния и тяжелые переживания во время депрессии, то ее можно было бы назвать достаточно благоприятным психическим расстройством, потому что половина пациентов выздоравливают полностью, у 30% периодически случаются обострения, и, к сожалению, у 20% заболевания переходят в хроническую форму. Одним из видов депрессии является тревожно-ажитированная депрессия, когда есть сниженное настроение, есть замедленное мышление, но в эмоциональной сфере преобладает тревога выраженная и мотивированный страх, и от этого пациенты становятся суетливыми, они двигательно активны. Еще одним из видов депрессии является скрытая депрессия или вегетативная депрессия, когда сниженное настроение становится практически незаметным на фоне других соматических симптомов. Например, расстройств сна, боли, которые ничем не снимаются, расстройств сексуальной сферы. И диагноз депрессии тогда можно заподозрить после того, что сняты все остальные диагнозы.
А динамическая депрессия, когда вялость, отсутствие желания, бессилие выходит на первый план. Сил не просто нет, а как будто бы их никогда не было и никогда не будет. Наверное, один из самых тяжело переживаемых видов депрессии нашими пациентами. Витальная депрессия переносится с ощущением физической боли в груди. Это такая сердечная тоска, которая разрывает грудь и очень тяжело переносится пациентами. Наркоманический вариант депрессии протекает с алкогольными или наркотическими эксцессами. Что отличает от алкоголизма и наркомании, этот вид депрессии? То, что человек как будто пытается справиться с подавленным настроением и отсутствием желаний приемом алкоголя или наркотиков. Но при этом других признаков алкоголизма и наркомании нет. Нет удовольствия от приема алкоголя или наркотиков и нет влечения к ним. Что бы ни говорили противники медикаментозной терапии, но очень многое зависит от правильно подобранного лечения. Поэтому лучше проконсультироваться у психиатра. Крайним вариантом нормы является циклотемия. Это состояние хронической нестабильности настроения, когда оно колеблется от легкой приподнятости до легкой депрессии. Но бывают и периоды ровного стабильного настроения. Обычно это возникает в молодом возрасте и может сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Такие люди редко попадают в поле зрения психиатров, чаще они попадают к психотерапевтам. Дистемия – это такое расстройство, при котором большую часть жизни люди испытывают усталость и сниженное настроение. Их как будто бы ничто не радует и ничто не может развеселить. Такие люди склонны к мрачным размышлениям, они обычно плохо спят, у них снижен аппетит. По жизни они чувствуют себя достаточно дискомфортно, но при этом со всеми требованиями жизни справляются.